Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые. Сегодня я буду плести подвесную круглую корзинку и хочу показать, как я это делаю. Трубочки окрашены смесью морилок и обработаны лак плюс вода. Такой вот приятный красивый цвет у меня получился. Поскольку донышко у меня будет круглое, я буду пользоваться своим кондитерским ковриком. Сначала, как обычно, крестик выкладываю. Если есть проблемы с оплетанием первых рядочков, то вот эти места, где состыкуются стоечки, вот так можно поднять, туда капельку клея капнуть. И этот крестик просто подклеить. Соединила две трубочки и начинаю оплетать самую сердцевинку. Начало всегда немножечко сложно, но это только начало, а дальше все будет ровненько. Здесь надо немножечко разровнять, и по кругу нужно плести тот диаметр, который вам нужен. Диаметр моей корзинки должен быть 18 сантиметров, но я хочу ее сделать в виде бочонка, поэтому донышко у меня будет диаметром 15 сантиметров. Проплела 5 рядочков. И расстояние между стоечками стало довольно-таки большое. Поэтому мне нужно увеличить количество стоечек. Конечно, это уже тоже все не один раз показывала. Покажу еще один раз. И так по кругу сейчас я буду добавлять стоечки. На каждую стоечку, которую я буду добавлять в плетение, я обязательно капаю капельку клея. Вот так вот ножничками, кто-то шилом, кому как удобно. Раздвигаем и вставляем. Трубочки нарастила. Теперь один ряд я проплету все 4 трубочки вместе. Вот так. А на следующем ряду я буду разделять. Ну вот пора, пришла разделять наши пары трубочек. А для того, чтобы не запутаться, место, с которого я начинала плести, я помечаю вот просто обычной зубочисткой. Вот здесь начинала, вот оно мое место, вот. Это была самая первая пара трубочек, от которых я начала плетение. Вот так вот, очень удобно. Кто-то шилом берет, но у меня вот шило очень длинное и тонкое, поэтому мне удобнее ножничками. Разъединила.
теперь вот так вот. И аккуратненько по кругу нужный нам диаметр выплетается. Можно руками, конечно, кому как удобно. Но я что-то привыкла вот так. И так и продолжаю делать. Я проплела сколько мне нужно. И теперь я буду поднимать стоечки. Я просто их подниму вверх и начну оплетать дальше. Вот таким вот образом. Также веревочкой буду идти дальше. Если вам еще сложно плести без формы, используйте любую удобную для вас форму. Что угодно. Или сделать самой можно, или купить подходящую. Или в конце концов даже можно взять банку. Вот здесь нужно будет немножечко вот так вот плотно уплотнить, для того, чтобы не было дырки. Вот так вот плотненько. Дальше я проплету несколько рядочков вверх. Я предполагаю, что эта корзиночка будет предназначена для хранения чеснока, и чтобы дольки не вываливались, мне нужно поднять стеночки. Плести буду также по кругу веревочкой, как и донышко. Основную часть корзинки я буду плести сеточкой, поэтому пришло время мне заменить, ну, вот с этой начну, удобно срезать, заменить короткие стоечки на новые. Вот так вот под углом срезала. В трубочку, конечно же, капельку клея. Вот срезанный. И вот так вот вкручу. После этого я проплету еще один ряд. И вот место склейки не будет видно абсолютно. Дальше я перехожу на сеточку. Но я не буду обрезать, прятать концы вот этих рабочих трубочек. Я потихонечку приподниму плетение вот так вот. И буду плести спиралькой. 2 рядочка плотно, дальше опять приподниму. Выглядит это вот так. Самое главное, чтобы стояли ровненько стоечки вертикальные. И вот эти горизонтальные полосочки тоже были ровные. Ну, это можно потом выровнять. Место, где я поднимаю, выглядит вот так. Специально делаю одинаковое расстояние между ними, чтобы резко не бросалось в глаза место подъема. Ну и в общем все. Дальше буду плести на нужную мне высоту. Так, заканчивать я буду розгой. Своим упрощенным вариантом, который я уже 150 раз показывала. Так как стоечки у меня получились очень короткие, наращивать я их в конце уже не стала. Я сейчас просто увлажненные трубочки вставлю специально для окончания, для загибки. Обязательно капельку клея, чтобы эта трубочка, она и так не выскочит, потому что мы же еще будем покрывать лаком. Розгу буду делать широкую, без пенечков.
Поэтому так, укладываю каждую стоечку за следующую по кругу. Я уже уложила. Я начала делать обычную розгу, узкую, но мне не понравилось. Я решила переделать и показать, как я делаю большую широкую розгу без пеньков. Значит, берем любую рабочую трубочку. Вот, допустим, вот эта, она у нас первая. Стоечки 1, 2, 3. В четвертую ровненько укладываем, загибаем, обрезаем. Капелька. Даже след от клея остался от узкой розги, но решила переделать. Если сюда вставили, значит следующую крайнюю левую вставляю через 3 в четвертое место основания, где проходили, где у меня стоят стоечки. Загнула, вставила. Следующее. Тут ничего сложного нет. Она делается точно так же, как узкая. У меня на канале есть видео. Розга упрощенный вариант для новичков и не только. Так. Следующую. Широкая розга все прикрывает. Ничего не видно, где мы обрезали. И вот так по кругу легко и просто это все делается. Вот так она будет выглядеть. Я сейчас пройду и покажу, как заканчивать. Самое сложное в загибке — это ее окончание. У меня осталось 3 трубочки. Здесь была предпоследняя, так сказать. Теперь эти последние. Здесь я вставила возле этих стоечек, а здесь у меня дырочка, галочка вот такая. Значит, в это место я сюда поставлю свою трубочку. Есть. Поставила. 2 осталось. Опять беру крайнюю левую. И смотрим, она прям даже видно, куда дырочка есть. Ее нужно между 2 стоечками, которые вот здесь остались, между ними положить. Вот так вот. Опять я срезаю. Там уже как бы оно и свободно. Капельку клея. Так, вот так вот выровнять, чтобы ровненько было. Все, вставила. И последняя опять сюда же просится. С правой стороны у меня получается 1, с левой стороны у меня еще 2 трубочки. Между ними надо положить вот так вот, вот сюда. К основанию стоечек капелька клея. И вот так вот внутрь. Если не влазит, так, надо немножечко расширить, если не влазит, и вставить. И между вот этими трубочками ляжет моя. Нет, я ее сделала чуть-чуть подлиннее, чем надо. Обрежу, она уже вся в клею. Капельку клея и вот сюда. Вот и все. Потом я вот так вот переворачиваю, выравниваю. Вот такая вот загибочка у меня получилась.
Как я делаю ручку, я показывать не буду. Я вставлю в видео отрывок из другого видео. На этом я прощаюсь. Всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Приветствую всех на моем канале. Канале о плетении, вязании и просто о жизни. Итак, пришла очередь делать ручки. О том, как я делаю ручки, я уже показывала не один раз. В том же видео простая круглая корзина и в видео подвесная корзинка я тоже показывала, как я делаю ручки. И, по-моему, еще где-то. Сегодня покажу еще не полное видео о том, как я делаю, как закрепляю, а просто, так сказать, обзорное видео, как можно еще сделать ручки. У меня остался вот кусок вот такого кабеля. Это самый простой кабель из строительного магазина, который для телевидения. Вот в данный момент у меня он не совсем толстый. Лучше, конечно, если кабель будет потолще. Ну, что есть, то есть. Сейчас я его перекушу пополам. И вот покажу, что я буду делать. Кабель не толстый, перекусывается легко. Вот я разделила на две части. Если оставлять вот в таком виде, ручка будет слишком тоненькая. Ну, может быть, на детскую корзинку вот сразу начинать трубочкой оплетать, возможно, было бы и неплохо. Но я хочу сделать ручку потолще, поэтому я заготовила трубочки и хочу эти трубочки приклеить к самому кабелю. Для этого я взяла двухсторонний скотч, вот такой вот. И сейчас просто в некоторых местах этим скотчем я обмотаю сам кабель. Так, надо выровнять его. Кабель надо выровнять, чтобы ровно клеилось. Так, я чуть-чуть сделаю побольше, для того, чтобы когда я сниму защитную пленку, я сделаю ее нахлест. Вот так. Раз. Полностью всю смысла нет. А вот через какое-то расстояние, так раз, 4 раза можно вот так сделать. Ну вот так вот я сделала. Хочу сказать, склеивается прямо на ходу. Вот уже даже сама пленочка вот эта защитная отклеивается. И вот отклеилась. И вот одна только мужественная стойка держится, так, которая была последней. Ладно. Я посчитала, ее откладываю, что для того, чтобы ровненько, равномерно распределились трубочки вокруг кабеля, мне нужно 10 трубочек. Так вот. Вот. 10 трубочек. Неровно получается, но она не держится. То есть здесь заворачивать. В общем, мне 10 трубочек на каждую ручку. Еще хочу показать, что трубочки у меня короче, чем длина кабеля, на немножечко. Поэтому я равномерно вот так вот сделаю, сантиметр чуть больше сверху и сантиметр чуть больше снизу. Ничего страшного, я все равно буду обматывать еще трубочки дополнительно. Начну вот так сверху. Здесь сразу снимать не буду, наоборот, это подклею, чтобы распределить сверху ровно. Вот 4 трубочки ровненько положила. Еще одну. Видите, как хорошо ровно получается. Даже, наверное, меньше будет.
Не 10, а чуть-чуть поменьше. Так. В принципе, я же буду еще так. Можно смело снимать и эту пленочку, и эту. Так. Сейчас я уложу ровно кабель сюда. Трубочки тоже обработаны, чтобы были мягенькими и податливыми. Не все трубочки ложу подряд, вверх, вниз. Так, ну вот есть немножечко дырочка. Так, если сжать их, прижать. Да, 8 штук у меня пошло, даже не 10, а 8 в сухом виде. Нужно было 10 в сухом, без скотча. Господи, ну что сказала, а? Без скотча примеряла, получалось вроде как 10, ну правильно, они же там отходили. Ну вот такая вот получилась ручечка. А теперь спокойненько, кто как любит, вот так вот оплетай себе и все. Ну, аккуратненько, конечно, не так, как я вот прям на весу. Аккуратно, не торопясь. Трубочки обработаны, но начиная сверху, вот так вот, ну, кто как любит. Кто-то крестики любит делать, оплетку. Кто-то любит вот такую прямо оставлять. И я буду оплетать еще трубочками. Вот этих дырочек видно не будет. В принципе, если вот так прижать, она будет плоская и ничего не видно будет. Да, даже так лучше. Вот такой способ. Неплохой, я считаю. Если кому-то пригодится, буду рада.